Смотрибельно? Видео создано при поддержке зрителей. 1900 Давайте посмотрим. Лайк поставил. Good Nature архив. Давайте посмотрим. Краткий обзор на первую часть. 1998 год. Ракун-Сити. Чрезвычайное происшествие. Несколько необъяснимых убийств. Жертвы съедены. Очевидцы говорят о группе нападавших из 10 человек. В район была направлена команда Это уже основной лор, да? «Браво» специального отряда «Старс», связь с которой была утеряна во время выполнения операции по обнаружению убийц. В итоге группа «Альфа» отправляется на поиски группы «Браво». Вскоре вертолет группы «Браво» был обнаружен в лесу. Внутри кабины был труп пилота, предположительно Кевина Дули. Во время дальнейших поисков других членов экипажа на отряд «Альфа» напали существа, внешне напоминающие собак. В результате нападения погибает Джозеф Фрост. Остальные члены отряда предприняли попытку бегства, в то время как пилот вертолета Брэд Викерс оставил товарищей и, воспользовавшись служебным положением, убрался с места действия. 4 выживших – Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Барри Бёртон и капитан отряда Альберт Вескер – пытаются скрыться в близлежащем поместье. Но как только Джилл, Барри и Альберт попадают в здание, они обнаруживают, что с ними нет Криса. Сразу после этого они слышат выстрел. Предположив, что это Крис, капитан отряда, оставшись патрулировать холл, отправляет Джилл на поиски Криса. Блять, вместе опять с здание, которой что ли? отправляется Барри. Войдя в столовую, Барри обнаруживает кровь и остается проверить, откуда она. В это же время Джилл отправляется на поиски Криса. В следующем помещении она наблюдает страшную картину. Некое существо пожирает труп Кеннета, одного из членов отряда «Браво». Как только этот монстр замечает Джилл, она отступает к Барри, который убивает тварь, и решает, что об этом нужно срочно доложить их капитану, но холл оказывается пустым. Капитан пропал. Крис, который, следует указать, слышал непонятную радиопередачу от Вескера по своей рации, пока блуждал за пределами поместья, все еще снаружи, и потому Барри и Джилл решаются разделиться, чтобы найти пропавших членов своего отряда. Барри идет обратно в столовую, а Джилл отправляется обыскать другую часть поместья, получая перед этим набор отмычек, так как среди всего отряда только Джилл Валентайн обладает отличными навыками взлома. За время исследования поместья и его окрестностей, как Джилл, так и Крис находят множество записей. Я бы чокнулся бы, если бы я, блядь, пережил бы нулевую часть и запустил первую, и опять бы шароебился по дому, все, у меня бы все закончилось. И отчетов, из которых становится понятно, что здесь некогда обитали ученые, которые занимались незаконными экспериментами над людьми, и что эксперименты эти пошли совсем не так, как планировалось. Само же поместье, о чем тоже говорится в записках, было построено для некой семьи Спенсера еще 3 десятилетия назад, в 1967 году архитектором Джорджем Тревором, и напичкано множеством механизмов и секретов. Сам же архитектор погиб, заплутав в лабиринтах под поместьем, а его жена Джессика и дочь Лиза были подопытными объектами в испытаниях некоего неизвестного вируса под названием «Прародитель». После обнаружения этих данных и спустя некоторое время после исследования окрестностей поместья, Крис попадает в подсобное помещение, где сталкивается с женоподобным и ужасным существом невероятной силы, каждый выстрел в которое делает это отродье только сильнее, из-за чего оперативнику приходится не просто отступать, а убегать ради того, чтобы выжить. В это же время Джилл Валентайн сталкивается все с большим и большим количеством зомби и в итоге попадает в одну из ловушек почившего архитектора, но, к ее счастью, Барри оказался неподалеку. Отсылки к чему? Блять. Поняли, к чему вообще? Даже к 2 играм я уже вижу. Ну, не отсылки, а... И смог спасти Джилл. Вместе с благодарностями Барри получает и вопрос от Джилл, ведь ей не совсем понятно, как он оказался здесь, если изначально должен был исследовать противоположные комнаты, но внятного ответа в Tomb Raider тоже, помните, эти вечные херню, которые не так нажмешь, начинает потолок падать, там еще какая-нибудь херня творится, стены, да. Стены там, короче, сужатся. Барри не дает. Я не говорю, что это отсылка, но похожие тоже.
позже, после того, как Крису удается найти оружие, он наталкивается на склеп и оказывается заперт в нем 1 на 1 с гробом, обитателем которого оказалось существо гораздо страшнее, чем рядовые зомби, сильнее, крупнее и ловче. Не без труда, но Крису все же удается его одолеть. Параллельно с этим Джилл снова сталкивается с Барри в очень странном месте, на балконе, где он обнаружил останки очередного члена группы Браво Фореста, которого разорвали на куски местные вороны. Возле тела Фореста, кстати, был обнаружен гранатомет. Но вернемся к Крису, который начинает получать сообщения по радио от Брэда, но не может ответить на них. На своем пути он натыкается на непонятно откуда взявшихся змей и в попытке бежать от них сталкивается с тентаклей, которая проламывает пол под ним. Крис падает и оказывается в одном помещении с 2 выжившими членами отряда Браво – Ричардом и Ребеккой. Ребекка Чемберс, медик команды, объясняет Крису, что Ричард был укушен огромной змеей, ему срочно нужно противоядие, Выше колена, поэтому яд надо отсосать. которое Крис вызывается найти. Не без трудностей, но ему удается это сделать. Перетащив бессознательное тело Ричарда в соседнее помещение, оказавшееся какой-то лабораторией, ему колют противоядие, но как только он приходит в себя, троицу атакует мутировавшая акула, которой Ричард жертвует сам себя. В это время Крис находит контрольную панель, очищает помещение от воды и уже после устраняет угрозу. В то время, пока Джилл в другой части помещения сталкивается со змеей, которая укусила Ричарда и убивает ее, Крис находит источник появления тентаклей – огромное растение, мутировавшее из-за той же воды, которая изменила акулу, и вынужден сражаться с монстром. Ребекка пытается помочь Крису путем создания реагента по формуле, найденной Крисом в лаборатории ранее, и ослабляет растение. Выдохнув после сражения, Крис узнает от Ребекки, что во всех лабораториях находится много оборудования местной фармацевтической компании Umbrella, которая, как уже стало ясно, была не совсем-таки фармацевтической компанией. Когда Джилл возвращается к Барри для того, чтобы отблагодарить его за свое спасение, она слышит, что он с кем-то разговаривает, но никого с ним не застает. А на вопрос о том, с кем был разговор, она лишь получает отмашку о том, что Барри болтал сам с собой и вообще ему не помешает подышать свежим воздухом после всего случившегося. В то же время Крис наконец находит Вескера, который крайне удивлен тому, что его напарник жив. Но не теряя времени на детали, он сообщает, что они с Джилл разделились, и пока он, Вескер, будет патрулировать эту часть поместья, Крису нужно исследовать остальные помещения, буквально в первом из которых его атакует и едва не убивает быстрое существо с огромными когтями. Выжив в схватке, Крис отправляется дальше и по пути находит старого товарища, Фореста, превратившегося в зомби. Не имея иного выбора, он его убивает. Джилл также находит еще одного члена команды Браво, капитана Энрика, но уже в катакомбах. Смертельно раненый, он заявляет Джилл, что среди команды Старс есть предатель, засланный корпорацией Umbrella. Доводя свои догадки до логического конца и практически называя предателя, Энрика внезапно погибает от выстрела. Джилл не успевает увидеть стрелявшего и едва уклоняется от катящегося на нее валуна. Избежав ловушки, Джилл наталкивается на огромного паука и, убив его, сразу же встречает Барри. Вместе они спускаются еще глубже в катакомбы, но когда лифт опускается, Барри остается возле лифта, в то время как Джилл направляется вглубь катакомб, где сталкивается с уже известной нам женщиной-монстром, спасаясь от которой Джилл возвращается к Барри, а он оставляет напарницу на произвол судьбы, поднявшись на лифте один. Крис, столкнувшись в библиотеке с огромной змеей, внезапно слышит женские крики, придя на которые он видит Ребекку, прячущуюся от Хантера. После спасения девушки от смерти он предлагает ей уйти подальше, но оставляет ее позади для того, чтобы очистить путь. Джилл удается спастись от бессмертного отродья, замедлив его и попав в запертую комнату, которая почему-то выглядит как комната маленькой девочки.
Внимательно изучив помещение, Валентайн находит записи Может, от это она и трагедии Синди есть, типа, Тревора о том, что она просто Джессика выросла в Тревор этом? не пережила эксперименты Амбреллы, в то время как ее дочь Хм, Лиза, объект экспериментов с вирусом Прародитель или интересно. Т-вирусом, находилась здесь 30 лет, превратившаяся в неубиенное создание. Покинув помещение через другой выход, Джилл снова сталкивается с Барри, который удивился встрече, копошась в чем-то. Он попытался было направить на Валентайн оружие, но та оказалась быстрее и, обезвредив напарника, начала добиваться у него ответов. Внезапно разговор прерывается чудовищем женщиной, и у Джилл не остается никакого выбора, как вернуть оружие Барри, чтобы оба могли уцелеть. Отступая от чудовища, напарники наталкиваются на саркофаг. Женщина, завидев его, начинает плакать о своей матери, забирает из саркофага череп и уходит, подтверждая догадки о том, что это Этот. существо никто иная, как Лиза Тревор. Дальнейший путь Джилл вместе с Барри лежит через вход к настоящим лабораториям поместья Спенсер. В те же лаборатории, но с другой стороны, добираются Крис с Ребеккой, которые сразу же на входе встречают Вескера, копошащегося в консоли лаборатории. Без доли удивления и эмоций Вескер первым делом наводит оружие на Криса и Ребекку, и как раз в этот момент в помещение входят Джилл и Барри. Второй, что очевидно, сразу же наводит оружие на Джилл, но, как оказывается, со слов Вескера, он делает это не по своей воле. Дело в том, что Вескер держит в плену жену и двоих дочерей Барри. Ну, это Крис дефолт. не может понять, как же Вескер мог перейти на сторону Амбреллы, но в ответ получает информацию о том, что Вескер изначально был с Амбреллой и является ее главным ученым по разработке Т-вируса, и он лично выбрал отряд Старс как отличных боевых псов для выполнения своей задачи. После издевательского признания Вескер стреляет в Ребекку и приказывает Барри отправиться на крышу. Оставшись наедине с Крисом и Джилл, он избивает их и приказывает не пытаться гнаться за ним, ведь теперь ему не нужна Амбрелла, говоря о том, что станет чем-то лучшим, показывая на тирана, находящегося в стазисе. Но когда Вескер с восхищением созерцал на существо, оно пробудилось и сразу же убивает первое увиденное ею – самого Вескера, и отбрасывает его тело в сторону. А Крису и Джилл не остается ничего, кроме как защищаться от существа. Как только им удается победить его, к ним возвращается Барри, Есть уже который просит посерьезнее. прощения и получает его, ведь виновны во всем Вескер и Амбрелла. А когда Крис подходит к телу Ребекки, то оказывается, что она всего лишь потеряла сознание, и у нее нет серьезных ранений, так как на ней был бронежилет, спасший ей жизнь. Придя в сознание, Ребекка обыскивает лабораторию и находит записи о том, что этот тиран не единственный, а в самой лаборатории есть механизм самоуничтожения, способный уничтожить все поместье. В это же время Джилл получает сигнал от Брэда, который все еще летает на вертолете снаружи в поиске выживших и отправляется на вертолетную площадку, чтобы сообщить о местонахождении выживших. Ребекка тем временем активирует механизм самоуничтожения, после чего все отправляются на крышу. Но не успел вертолет и приземлиться, как часть крыши уничтожает выживший тиран и нападает на Криса одним ударом, отбрасывая его в сторону. Брэд с вертолета сбрасывает команде ракетную установку, с помощью которой Джилл и убивает тирана. Все вместе они садятся на вертолет и улетают, в то время как все поместье разрывает на клочья. Вот только в нем что-то выжило, и это что-то пробудилось. Отдельную благодарность хотел бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Patreon. Охренеть. Слушайте, но первая часть это прям что-то очень серьезное. Мне такое ощущение, что по первой части могли бы прям фильм, блять, прям вот фильм снять. Я бы посмотрел, если бы, ну, была какая-то крутая экранизация, как, допустим, там Резик первый фильм. Я думаю, не я бы один. Может быть, хотя он есть фильм. Ну, блядь, очень круто. Очень круто. Прям я сел, и я даже молча посмотрел, насколько интересно. Вот это уже сюжет мощный. Прям, блядь, прям все завернуто, причем все продумано, интересно очень сделано. И круто.
Да, это круто. Так, не жалею, ребят, не жалею то, что вот эти очень долгие бродилки с вот этой камерой, ну, их очень было бы сложно мне проходить.